Есть блюда, которые появляются не из спешки, а из настроения, когда хочется красоты, немного удовольствия, которое раскрывается медленно, слой за слоем, вкус за вкусом. Гравлакс – это одно из таких блюд. Он требует времени, но он не требует никаких усилий. И самое интересное не только сам результат, а то, что потом мы с ним сделаем. Небольшие закуски, теплые булочки. Каждый кусочек – это маленький праздник, по поводу или без повода. Перед тем, как мы продолжим, важная заметка. Это видео не про технику разделки рыбы. Если вам не хочется возиться с ножом, купите просто готовое филе. Гравлакс получится таким же шелковистым и вкусным. Но у целой рыбы есть свое очарование. Она гораздо дешевле. И после разделки вам останутся вкусные кусочки. Брюшки, хвостики, обрезки, из которых можно приготовить что-то теплое, домашнее, простое. Сейчас собираем основу вкуса. Соль и сахар, структура и баланс. Цедра лимона и апельсина, как яркость. И много-много укропа, ароматного, веселого. Точные пропорции в описании под видео, рядом с рецептом булочек Бао и прямо возле кнопки, которую вы точно захотите нажать, чтобы подписаться на мой канал. Можжевельник и розовый перец придадут легкий аромат леса и теплой пряности. Кориандр и немного ванили, все смешиваем, и аромат становится похож на утро у моря, когда воздух свежий, а день обещает быть вкусным. Свекла сладкая, влажная и яркая. Она полежала в соли минут 30 и пустила сок. Тонкий ровный слой на дно, подушка из специй и сверху кладем филе. Плотно, аккуратно и без пустот. Сверху еще смесь специй, еще свекла и легкое прижатие ладонью, как будто вы укрываете подарок. Вкусный подарок самим себе. Закрываем пленкой и отпускаем гулять в холодильник на 2 дня. Пусть соль меняет структуру, а время соберет вкус. 2 дня прошли, и видно, что рыба стала плотнее, темнее и благороднее. Да, было 2 филе, но когда в доме пахнет вкусной едой, быстренько нарисовываются друзья. Счищаю свеклу, промываю и быстро сушу бумажными полотенцами до бархатной поверхности, которая готова к ножу. Разрез, и виден переход цвета. Глубокий бордовый край и мягкий красный центр. Рыба держит форму, но тает во рту и в руках. Нарезаю под углом, тонко, длинно, чтобы свет скользил по поверхности, а ломтик был гибким, как шелк. На доске простая композиция. Каперсы, укроп, лимон, маринованный лук. И хотя Гравлакс родом из Скандинавии, он прекрасно себя чувствует где угодно. И в Монреале, в Амстердаме, Нью-Дели, в Шанхае. Везде, где любят вкус, красоту и маленькие ритуалы удовольствия. По поводу или даже без. А теперь сделаем что-то простое, легкое и игривое, как первая встреча с блюдом. Хрустящий крекер, сливочный сыр Филадельфия, немного маринованного лука и тонкий ломтик гравлакса. Яркий, свежий и гладкий. Это идеальная маленькая закуска к бокалу вина, к аперитиву, как аппетайзер или просто для того, чтобы сказать «Да, сегодня будет вкусно». Если хочется чего-то уютного, теплый бейгл прямо из тостера, сливочный сыр Филадельфия, каперсы, маринованный лук и много лосося. Как хороший бранч или просто вкусный завтрак. На разрезе все складывается в одну линию вкуса. Мягкость, соленость, сладость, жирность и неожиданное ощущение комфорта. А теперь немного азиатской игры. В майонез нальем чайную ложку юдзу, и он сразу становится ярким, цитрусовым и бодрым. Бао я здесь не показываю, они делаются очень просто, на пару. Рецепт тоже найдете в описании под видео, рядом со всеми подробностями, прямо возле той кнопки, которую вам захочется нажать, чтобы подписаться на мой канал. Внутрь бао мы положим юдзу майонез, маринованный огурец, маринованный лук, немного цедры лимона и большой сочный ломтик гравлакса. 3 таких бао, и любой вечер становится чуть веселее и чуть праздничнее. Если хочется поиграть с формой, сделайте суши-ролл. Раскладываем рис на нори, сверху белый и черный поджаренный кунжут, сверху пару ломтиков лосося и пару кусочков огурца. Люблю этот момент, когда коврик делает за меня всю работу. Сверху положим еще несколько ломтиков лосося. Сделаем длинную змею из майонеза кюпи. И посыпем стружкой бонита. И этот аромат, который поднимается вверх, это как приглашение срочно туда залезть палочками и все попробовать. Это еда для тех, кто любит смешивать культуры ради удовольствия, а не ради правил. И, наконец, блюдо, ради которого хочется проснуться пораньше. Теплый домашний круассан, сухой шпинат, сверху шелковые ломтики гравлакса и мягкое яйцо пашот.
Голландский соус стекает медленно, заполняя пустоты, и на секунду хочется просто смотреть. Сверху чайвс, микрозелень, как маленькие штрихи завершения. И вот он, короткий момент, в котором понимаешь – все получилось.